Дерево, струны, колки – сами по себе они ничто. Но стоит мастеру выточить, отшлифовать и подогнать детали друг к другу, придать им законченную форму, и вот перед нами принадлежность вечности – музыкальный инструмент. Искусный мастер собственными руками вкладывает в каждую скрипку часть своей жизни, и душа его продолжает жить в каждом новом творении. Лишь благодаря искусству мастера набор неодушевленных предметов становится проводником самого, пожалуй, красноречивого средства общения – музыки. А жизнь вселяется, ну, пожалуй, постепенно творится, так сказать, одухотворение инструмента в процессе работы, а результат окончательный – это когда скрипка уже звучит в руках мастера, музыканта уже. Вот. То есть это постепенный процесс. Здесь невозможно сразу раз и возникло что-то живое. В каждой скрипке есть свое что-то особенное. Их не может быть две одинаковых скрипки сделаны. Даже по одной модели строя инструмент, все равно получаются разные скрипки. Изготовление скрипки преследует одну цель, чтобы инструмент звучал, чтобы он был в хороших руках музыкантов. Вот. И неповторимость уже складывается каждого инструмента. Это тембр, это звук. Вот. Выпуская инструменты из мастерской своих рук, я даю ему свою жизнь. Музыкант без инструмента тоже ничто не может исполнить. Одно без другого не может существовать. Как мастер без музыканта, это все вместе составляющие вселяет в инструмент жизнь. Здесь все взаимосвязано. Эти вот моменты очень важны для того, чтобы инструмент звучал, для того, чтобы нести людям радость звуками божественными скрипки. Вот. И мастер, музыкант и слушатель, они составляют одно целое в этом процессе. Также у исполнителя. А если в свою душу вложит мастер, который делает инструмент, и композитор, который напишет кровью своего сердца произведение, вот тогда и получается замечательный концерт. Получается то, что все сливаются в едино, и то, что в России всегда говорили, душа с душой говорит. Великие произведения искусства, шедевры, они как бы существуют вне времени и пространства. Просто люди, которые их создают, те великие композиторы, художники, они как бы входят в определенный резонанс с чем-то тем, что существует вне человечества. Поэтому великому искусству, большому искусству, творчеству нету, мне кажется, не существует такое понятие, как время. Оно будет жить в веках вечно. Любая музыкальная фраза, если она написана талантливо, если композитор вложил сердце в нее, все равно в каком веке она написана, все равно она современного звучания или старинного. Она может быть написана за 5 лет до Рождества Христова или написана вчера вечером. Но главное в талантливой музыке – она должна трогать чувства. Если музыка не трогает чувства, это уже не музыка. Ну, есть произведение, вот оно звучит, оно звучало и 200 лет назад, и 100 лет назад. Эти классические произведения искусства, наверное, они будут жить вечно, и каждый будет открывать в них что-то свое. Люди 200-300 лет назад чувствовали так же, как и мы. Им было и больно, и радостно. Они были счастливы, и они были глубоко несчастны. И все это передает музыка. Музыка непосредственно передает сердце, чувства.
это выход, опять же, к Богу через путь творчества. Вот. В этом, мне кажется, смысл жизни. Это в поисках Бога и в каком-то искании себя на пути творчества. И поэтому музыка – это душа России. И она необходима, как хлеб.